Как быстро тебя начинают оскорблять украинцы. Так, москали говорят на русском, мы, значит, на русском не будем говорить. На Путина работает 15 шаманов байкальских. Там рассказывали, что там какие-то вороны были прибиты, там к крестам, там какие-то тоже обряды проводили под руководством великого вождя Адольфа Гитлера. Ты пропагандист, лжец и так далее. Там какие-то сирые убогие, да, не будем на них внимания обращать. Если мы христиане, они сатанисты. Если мы русские, они украинцы, понимаете? Давай мы будем двумя украинцами, значит, попытаемся с ним дискутировать. Баттл, давай, Да, исторический баттл. Друзья, приветствую всех на честном подкасте патриотического движения «Победа 9.45». С вами я, Павел Кухаркин, Сергей Черкасский. И сегодня у нас в гостях замечательный гость, мой товарищ Петр Мамонтов, он же Петя Первый. Мало похвалил, надо было Мало больше похвалил? аппетитов, конечно. Я для начала блогер, тебя общественный деятель, Все, российский достаточно. патриот. Он просто выглядит как русский патриот, как мне кажется. Он По-другому выглядит... немножко, сказал началь, ну Он ладно. выглядит так, что я не могу не спросить. Тебе есть 18? Почему так молодо выглядишь? К сожалению, уже есть, давно, да, давно больше. Слушай, ну, я думаю, мы эту тему позже обсудим, да, я все-таки северный человек. Да. Это Хорошо сохранился, понимаешь, зима, 8 месяцев в году, снег, поэтому вот так в холодильнике живу. Ты с Нижневартовска. Есть сейчас биохакинг, знаешь, там люди Да, с утра да. просыпаются, снег. Там, Сейчас все занимаются. Павел Дуров там, наверное, да, балуется да, и так вот, а далее. мне не надо деньги на это тратить, я просто с утра Мгм. просыпаюсь, иду в пятерочку там, или в какой-нибудь другой магазин, да, Мгм. и уже занимаюсь У биохакингом. вас снег растаял? Ну да, уже давно, недели 2 назад. Ну, это уже да. У Ну, тебя кстати, телеграм-канал Петя Первый. Да, именно так. Достаточно известный телеграм-канал, не В узких знаю. кругах. Мне кажется, его где-то все видели, все где-то он везде мелькает постоянно, я так точно. Вот, но я никогда не знал, как Сережа ты просто выглядишь. каждый подкаст, каждому гостю говорит, я подписан на Да. вас еще там Блин, не, ну на Петя- Мы потом проверим, мы потом проверим. Не, ну на после, Петю да. Первого подписано, меня точно, я могу подтвердить. У нас взаимная подписка, поэтому. Да? Ну супер. Расскажи, почему Петя Первый? Слушай, тут нет никакого там глубокого смысла, меня часто об этом спрашивают. Мгм. Наверное, уже пора было бы придумать этот глубокий Ну да. смысл. Просто так с утра что-то проснулся, думаю, надо вот такое название себе дать, да. Петр Первый как-то слишком, скажем так, возвышенно, да, и уже был у нас Петр. Поэтому То есть решил сложных себе Петя, каких-то так по-простому, смысловых отсылок по-простому, нету. Да, чтобы с людьми А может быть, общаться. Петр Мгм. Второй? Я Или вот- всегда Петр лучше быть- Третий лучше звучит. всегда Сейчас быть первым? модно там писать Петр Первый 2.0, да, Петя Первый 2.0, Ну там, да, да, 3.0, может быть, вот в будущем, когда-нибудь. Это если будут блокировать. Тебя же не блокировали в телеге. Типун тебе на язык, да. Слушай, ну, не могу не спросить. Всегда крупные блогеры, лидеры общественного мнения, ну, можно сказать, что это федерального уровня, потому что и... Ну да, 250 тысяч подписчиков, это как маленькая СМИ региональная. Да. А может И- и не маленькая, может даже большая. И при этом ты не переезжаешь в Москву, а остаешься Как патриотом все своего блогеры. родного. Каждый блогер, кто поднялся, сразу У кого больше 10 тысяч подписчиков, уже переезжает в Москву уже потихоньку. снимает квартиру, показывает, как зарабатывает на всяких Тут ставках. сейчас и где-то так далее. вставочка должна появиться, цены на съемное жилье в Москве в очередной раз выросли, да, поэтому, наверное, не переезжаю. Но если серьезно, мне просто нравится мое маленькое болото. А так, ну, сейчас у нас авиасообщение, слава богу, достаточно регулярное, да, и поэтому с утра вылетел. Ты в Нижневартовске, прилетел, да. чтобы все... Всего лишь если кто 2100 еще не понял, километров. 2100 км. Да, всего лишь. Мгм. В рамках нашей страны это совсем Ну, ничего. дорого летать, наверное, туда-сюда. Сейчас чуть-чуть дороже, конечно же, стало, да. Ну, в принципе, в рамках разумного. Если вот кто-то интересный приглашает, то можно и потратить там Мгм. какую-то Ты сумму. родился в Нижневартовске? Да, я там родился, именно так, в семье рабочих нефтяников. Рабочих нефтяников сразу обозначу, а то тут, может, мало кто-нибудь не Семьи поймет, да, нефтяников. потому что, когда на большую землю приезжаешь, там люди, о, нефтяник, это, наверное, там ведрами, да, нефти гребете. Нет, простые рабочие, конечно же, как и все, приехали, и вот я там появился на свет, да. У нас буквально недавно в подкасте был гость, который занимается популяризацией внутреннего туризма, активно освещая все, что происходит в регионах. И он как раз за внутренний туризм в таких неочевидных местах. И приводил огромное количество там примеров, куда стоит обязательно приехать. Вот давай топ-5 причин приехать в Нижневартовск, что посмотреть с точки зрения истории, культуры, может быть, индустриальный какой-то туризм есть.
Слушай, ну давай начнем с того, что это климатические особые условия, да, это зимние виды спорта, вот кому интересно, там горнолыжные курорты, кто сейчас не имеет возможности выехать куда-то за границу, пожалуйста, приезжайте, вот альтернатива Эльбрусу достаточно хорошая, И да. Сочи. Да, у нас есть хорошие там курорты и достаточно дешевле, значительно дешевле, чем Сочи, чем Ну, Эльбрус. Да. Шавель тоже дешевле, чем Сочи. В Шавеле я не был, так что поэтому не могу сравнить, да. Я тоже не был, ну, рассказывай. Ну, это, конечно же, этнокультура, это коренные народы Крайнего Севера, ханты, манси, это вот люди, которые ведут традиционный образ жизни. На оленях они не ездят, да, но достаточно серьезные стада у них есть. Вот хорошая кухня, сибирская кухня, потому что вот здесь в Москве мне не хватает, допустим, русской, сибирской кухни, да, здесь грузинская, греческая, там, таджикская, узбекская, какая угодно, только не русская, не сибирская. Вот кто соскучился, да, по нашему родному, пускай приезжают и, так сказать, гастрономический тур себе устраивают. Здесь я согласен, я помню, я только переехал в Москву и отравился дыней. И Только ты так на такое способен. два дня, значит, Не русский какой-то, может. 2 дня я, значит, лежал и думаю, нужно съесть какой-то супчик. И пошел пройтись по району, я жил в Кунцево, поискать куриный бульон. Я не смог, потому что был лагман, шурпа, все, любая кухня мира, Борщ. том-ям. Вот, ну, борща я тоже не нашел, поэтому вот остался я без бульона. Пора бы уже самому готовить. Что еще? начинать, Давай, да. последняя причина приехать. Слушай, ну, сейчас у нас, если мы говорим про туризм, да, у нас, скажем так, арктическая территория, да, приравнена к территориям Крайнего Севера, это экстремальные виды спорта, это езда на снегоходах, да, прохождение различных там маршрутов тяжелых, но это такое, скажем так, Нет, интересно. не массовый, да, не массовое покатался развлечение, на да, не снегоходе. массовое развлечение. Главное, чтобы волки с тобой не бежали, знаешь, как за Волков нет, Булгаковым. медведь может проснуться, там где-нибудь надо карту берлог нарисовать, да, чтобы не разбудить там шатуна. А он тоже так быстро бегает, да? 80 километров в час. А там бурый медведь у вас? Или Да, уже у нас бурые уже медведи, да, у делают нас недоплывающие? бурые медведи. Это знаешь, есть такой Ты- анекдот, вот два друга идут по тайге, зима, да, один с сумкой, там, второй без сумки, и навстречу медведь здоровенный вылезает. И один такой садится, сразу начинает сумку разгребать, кроссовки надевает, тот ему второй друг говорит, что ты делаешь, он 80 километров в час бежит, ты не убежишь. Этот на него смотрит, фигня, мне главное тебя обогнать, понимаете, вот точно так же, да. Вот знаете, если к нам соберетесь, то Прикольно. что надо быть готовым ко всему, да. Местный колорит. О чем мы хотели с тобой поговорить? Очень серьезно и очень интересно. Однажды к нам с Пашей, значит, пришел комментатор один Мгм. и начал нам напихивать достаточно жестко. Что вот приглашаете историков, еще каких-то там директоров, там еще кого-то приглашаете. Пригласите нормального человека. Того, кто в чат рулетки, значит, ведет просветительскую беседу с украинцами. Сильнее, чем все Рвио, Да. чем Минаев и все вместе взятые. Да. Почему? Потому что ты... Ну как, у нас Я исторически- работаю в поле, это люди, скажем так, которые фронтовик ретранслируют, да. исторический, Да, потому да. что, да, я объясню. Есть вот наш канал, есть там другие исторические каналы. Мы вещаем, и несмотря на то, что у нас широкая география, смотрят и в Европе, в Прибалтике, на Украине, большая часть, судя даже по лайкам, отзывам, это те люди, которые разделяют смыслы, историю, то, о чем мы рассказываем. Ты же общаешься с людьми, перепрошитыми наглухо. Вот. И- На Ютубе. На Ютубе. То есть это формат такой чат-рулетки. Ну и на Рутубе, давайте. И на Рутубе. И на Рутубе, А на Рутубе-то конечно, ты конечно. не с украинцами общаешься? их же там Нет, на вряд ли. Рутубе я выкладываю. результат То результат диалога, выкладываешь. есть ты сидишь в чат-рулетке, к тебе Да. подключаются люди, которые учили какую-то альтернативную Чат Давай рулетки я начнем- сразу обозначу, что в чат-рулетке это не наш сервис, этот сервис Днепропетровский, да, долгое время там все думали, что это какой-то там российский фрилансер решил его создать, но на самом деле это была легенда, да, изначально он был Я из создан Днепропетровска. Нашел чем гордиться. во времена Майдана, да, как такая интересная технология, я думаю, с привлечением, Мгм. скажем так, западных специалистов, да, Мгм. и если вот посмотреть, просто проследить Мгм. за историей развития этого сервиса, сразу же начали появляться украинские блогеры, пропагандисты, да, которые, Чат в част- рулетки, да? да, которые в частности вещали на украинском общенациональном там, вещании, да, это телеканалы Петра Алексеевича Порошенко, иноагента, признанного Российской Федерацией экстремист, да, кажется, он Да. тоже. А мы Ну, будем в принципе, титровать, можешь. да, в принципе, нехороший человек, и вот я на это посмотрел, это был год 2017, наверное, да, и решил там некую оппозицию им То составить. есть изначально это была украинская Да, история, это где было украинская- большинство полностью украинских украинская придумка, да, и Ага. меня немножко, скажем так, смутило.
если не сказать, что напугало, количество российских зрителей. Ну, не только российских, в принципе, русскоязычных зрителей, да, с бывшего А постсоветского сейчас уже пространства. как бы русских добавилось? И какая... Русских достаточно много, да. это Даже сейчас, больше, наверное, стало, да, чем у нас, украинцев, да? Да, люди следят за этим и Я хотят просто- принять участие в Мгм. этом. Но это достаточно тяжело, но я думаю, мы в дальнейшем это обсудим еще. Мгм. Я просто не то чтобы... То есть я попадался на какие-то видосы, но чат-рулетку особо так целенаправленно не смотрел, поэтому мне интересно, как это все там происходит. Давай по порядку вообще. Вот какие люди попадаются тебе в основном? Абсолютно разные. То есть Мгм. это могут быть сельские жители. Ты как-то нацелен... могут быть- Ищешь нацеленно украинцев? Нет, или- это условно там рандом, да, случайность. То есть попал человек, ты с ним знакомишься, откуда, ну и сразу по глазам уже опыт подсказывает, можно с человеком поговорить или нет. Потому что есть те, кто приходят туда просто поругаться, ну мы понимаем, да, кого-то там, может быть, жена над дома пилит, или на Мгм. работе там начальник какой-то не в духе сегодня был, и человеку просто надо там негатив свой выплеснуть, да, и тогда человек приходит сразу там целенаправленно поругаться. Ну а есть те, которые хотят в чем-то разобраться, побеседовать, и есть же старое выражение, да, в споре рождается истина. Мгм. И вот я предлагаю там своим оппонентам, да, поспорить Ну вот и найти я истину. просто, я честно признаюсь, я не смотрел. Я знаю, это популярный формат, какие-то куски попадались, целенаправленно никогда не смотрел. То есть подключается какой-то человек, условно, ну там, Зрахова, который там фанат Степана Бандеры, всей там этой идеологии, которая считает, что Россия — это наследники татаро-монгол и прочие интересные такой вещи. Вот Только это- забывают украинцы, что они сами были улусом Джучи. Ну ладно, хорошо, продолжай, да. Вот, и он тебе такой говорит, вот ты пропагандист, лжец и так далее. Вот какие у тебя топ-аргументы, чтобы этот человек, ну, как минимум, не переключился дальше? Ну, во-первых, давай начнем с того, что в слове пропаганда нет ничего плохого, да? Ну, пропаганда здорового образа жизни, да, это уже заезженный пример, но все-таки, ну, никто же не скажет, что это плохо, да. Вот точно так же я пропагандирую, ну, можно сказать, там, умственное здоровье, давайте так будем выражаться, да. Да. Ментально. Да. Нас долгое время называли ватники, еще с года так 16-17. Так. Ну, я сначала на форумах участвовал в различных спорах, потом уже решил вести свой канал, да. И вот к нам там прилипло такое обозначение «ватник». Ну, и мы себе там придумали дописку там «адекватник», понимаете. Мгм. И вот это так закрепилось. Потом сразу же нас перестали называть ватниками. Ну, по крайней мере, вот в этом поле, да, потому что сразу же, если ты адекватник, то тогда кто же я? Вопрос возникал у этих людей. Мгм. Ну и вот он подключился. Да. Ты Где-то, сразу я прис- думаю, приблизительно выглядит это так, там минуты 3 просто какие-то оскорбления, что ты ничего Ну, не понимаешь. Петя, насколько я видел, вроде представляется все время, что ты вот сразу говоришь, я из Сибири, я русский человек, да? Ну, по-разному, знаешь, когда там я вижу, что человек там националистически одаренный, можно там и евреем представиться, и хантом, понимаешь, да. Ну, чтобы подцепить, да. Я думаю, слово «ханты» для большинства людей, кто там вырос по соросовским методичкам, вообще ничего не означает. Ты понимаешь, у них главная задача стоит, да, у их пропаганды, лишить нас вот славянства, там, русскости, да, и поэтому нас там долгое время там макшанами называли, там, Эрзя, Мокша, Я не там, понимаю, почему это должно быть монголы. Я не обидно. знаю, кого это вообще может обидеть. Прекрасные народы, да, если вот вы поставите там человека из народа Эрзя в национальном костюме, не знаю, может, ставку здесь сделаете, да, Давайте и сделаем. сравните там с традиционным там славянским, да, нарядом, вы там этого человека никак не отличите. Зеленоглазые, голубоглазые, светловолосые. Ну хорошо, там финно-уграми нас еще называют, да, но это недостаток образования. Для них финно-угор это, ну я не знаю, это там хант, мансь, да. Неизвестные слова. Это, да, то есть да. это что-то, знаешь... На оленях. Человек, который ездит на оленях и Они- носит шубу, понимаете, Они да. это представляют, что то есть это какая-то пещера первобытная, Да, где именно так. кремень, там, искру и добывает огонь, и это должно как-то унизить. Только когда ты с ними начинаешь, ну, скажем так, более детальный разговор вести, да, выясняется, что, допустим, финны, вполне себе европейский народ, тоже относятся к финно-угорской языковой группе, да, или венгры, на украинском угры, да, угорщина, тоже европейцы в составе Европейского Союза. Ну, и тут сразу же там настроение у людей начинает, скажем так, портиться, да. Мгм. Это много ты потратил времени для того, чтобы вот собрать какой-то, ну, базис исторический, который приходится разжевывать? Слушай, Паш, вот часто у меня спрашивают, да, откуда ты там знаешь что или это, но я всегда отвечаю просто там, я не какой-то вундеркинд, мне просто это интересно. Вот ты, допустим, любишь машины, да, ты знаешь, где там коленвал, как там коробка там выглядит, да, передача, но я в этом ничего не понимаю, вот честно, да, мне просто это не интересно. Но зато мне интересно немножко другое, вот то, как раз то, что я обсуждаю в своих роликах, поэтому, наверное, Хорошо, есть... представь, что я подключился Да. к тебе с Рахова. Да. Хотя раньше, у меня в универе всегда считали, что я с Тернополя. Допустим, я с Да Тернополя. ты похож, кстати. Вот, ну, На кого? тоже На факт. Зеленского?
Ну, не надо, это вот мне иногда пишут, это очень обижает. На Троцкого. Вот, любое. И вот я тебе говорю тезис очень популярный, который там культивировали в учебниках истории, о том, что на самом деле русские украли историю и ее переписали. А Русь — это и есть Украина, Украина-Русь. Вот какие твои контраргументы этому чудо-факту? Слушай, знаешь, вот тут большая ошибка, они себя от нас отделяют, да? Но я думаю, ни один там маломальски грамотный историк не будет отрицать тот факт, что у нас один корень, да? Не, ну украинцы считают, что ты татаро-монгол. Ну, послушай, украинцы бывают разные, да? Для меня украинец — это человек, живущий на Украине. Это географическое определение, точно так же, как там кавказец, там, житель Сибири, да? Нет такой национальности. Мы знаем, что там и крымские татары, и евреи, и русские живут, кого там только нет, да, на территории Украины. Это первое. Второе, ну хорошо, логически, вот давай подумаем, да? Вот была страна или там государство, ну, правильно сказать, страна, наверное, Русь, да? Земля Русь. Кто там жил? Украинцы древние. Украинцы, хорошо. В Польше живут поляки. А потом Петр I придумал Германия название германцы, России. во Франции французы, а на Руси украинцы, да? Ну, логика железная, конечно, да. Давай мы будем двумя украинцами, значит, попытаемся с ним дискутировать. Баттл, давай, Да, давай, исторический баттл. баттл. Значит, там жили украинцы, потому что Русь киевская, Киевская Русь. Ну, это вообще... Украина-Русь сейчас хотят. Послушайте, назвать. это такой кабинетный термин, да, он Мгм. был придуман в Российской империи просто для обозначения там исторического периода. Ну, там была Новгородская Русь, там Киевская Русь, Удельная Русь, когда... Но это уже было после, правильно я понимаю? Нет? Удельная Русь была после Киевской Руси, да, раздробленность древнерусского государства. И Нижегородская была, наверное, раньше, чем Киевская. Но... Нижегород 100%. Ну, мы- Нижегородская 100% раньше была. Ну, послушай, тут, Паша, знаешь, это помогай, все от надо недостатка как-то- образования, да? Вот вы бывали на Украине, насколько я знаю, и Ну, практически там- в каждом городе есть улица Святой княгини Ольги. Так. Это широко почитаемая, да, святая, и, скажем так, правительница, да, русская, украинская, тут кому как удобно. Но вот если бы люди хоть иногда открывали учебник и знали бы, где она родилась и откуда она появилась вообще в Киеве, да? Мгм. Ну, вы знаете, да? Пскове, в городе Да. Псков. Мгм. Да, она вполне себе там Макшанка, как бы ее сегодня назвала украинская пропаганда. И тогда бы вот этот тезис, он бы уже отпал, да, понимаете? Есть монеты там Ну, древнерусские. хорошо, Ну, вот есть аргумент, что да. у князя Владимира Да. Вот тоже я при тебя нем сразу остановлюсь, была смотри. монета, Да. где был трезуб. Слушай, трезуб — это не трезуб. Вот Давай, вот сейчас мы трезуб, его додавим. послушай, Ну, вот, щас, в период Киевской Руси, так называемой, выход к морю у нас был, ну, может, Тараканское княжество, да, это Крым, это уже вот как раз после крещения, хорошо. Ну, точно не оттуда брал корень, да, наш народ и наша государственность. Вот для меня трезуб, если мы посмотрим на современную историю, да, просто, в принципе, на современную, скажем так, геральдику, означает там морское владычество, да. Мгм. Ну, я что-то не припомню, чтобы где-то там Посейдон был в пантеоне, да, наших там богов. Ну, хорошо. Вот опять, да, вот это... Вернемся к украинской конституции, да, там написано, что их символ — это трезуб, который там имеет какую-то преемственность от древних князей. Ну, там еще, Но да. никогда у наших князей не было трезуба. Это был пикирующий сокол, понимаете? То есть это они сами себе придумали это название. Пикирующий сокол. И вот на монетах Владимира изображен не трезуб, там изображен пикирующий сокол. А вот в украинской конституции почему-то написано, что у них там герб трезуб. Я не знаю, откуда этот трезуб взялся. Вот надо этот вопрос переадресовать украинским специалистам, да. По крайней мере, у чата GPT на этот вопрос ответа нет. Так, ну мы с тобой украинские Пикирующий- специалисты. Пикирующий сокол. Хорошо. Но многие говорят, что там зашифровано слово «воля». Да? Ну, я там и другое слово можно расшифровать, да, но это не для нашего эфира, я думаю. Слушай, ну ты же знаешь, что если там долго смотреть куда-то там в темную комнату, то там что угодно можно увидеть, да. Если человеку хочется придумать, он, конечно же, это придумает. Но я хочу вернуться к имени Владимир. Вот, послушайте, ну, Владимир, что это значит? Владеющий миром, да? Так. А в украинском языке есть слово «мир»? Мыр. Свит. Мир — это как состояние ну, там, мир, войны да. или, там, скажем так, мира, да, скажем так, гражданского состояния, да, но имя-то означает именно человек, который владеет всем вокруг. Мгм. Тогда он должен быть волосвитом, понимаете? Да, волосвит. Ну, это все, конечно, слушайте, я ни в коем случае не хочу принизить там наших Не, тут- украинских братьев, да, для думаю, меня это щас- вообще часть русского народа. Это сейчас большая просто, я думаю, придет аудитория со своими там какими-то контраргументами. Я буквально вчера в телеграм-канале у себя спорил с одним человеком там касаемо начала Великой Отечественной войны, и он мне скидывал ссылки там с украинской Википедии. Ну, там даже нет смысла ее открывать.
там полностью какая-то дуристика, фантастика и так далее. Но вот тоже самый популярный аргумент, который с 2014 года, и он недавно попал, когда был пожар в Лавре, о том, что вот Лавра уже была, Мгм. а в Москве жабы квакали. Да, ну слушайте, когда Лавра была, и в Берлине жабы квакали, и в Амстердаме жабы квакали, в Нью-Йорке вообще я не знаю, кто там квакал, понимаете? Ну, что это за аргумент? Ну, это аргумент такой, что Украина была раньше, чем все эти Нью-Йорки и так далее, Да, которые уже ты там- перечислил. Если мы сейчас начнем там, погружаться в историю про там Лыбедя, как там, Лыбедь, Рак Рыщ, тащу- Кыщик, Щек, Харыв и Харыв, сестра там Лыбедь. Лыбедь, сестра, ну это все легенда, но даже если мы будем опираться на эту легенду, это разбойники, которые в городе Новгород были схвачены за свои преступления и потом сбежали, опять с Новгорода, это важно обозначить, да, вот такие около легендарные личности, но вот если даже на украинские источники, скажем так, украинские историографии посмотреть, да, опять корень из Новгорода, понимаете. Ну, хорошо, кто правил там? Вот когда пришел туда там Олег со своим пасынком Игорем, да, скандинавы, то есть украинцами там даже не пахло. Если посмотреть просто на исторические источники, ну, у нас это летописи, да, русские летописи, там, повесть временных лет, киевская летопись. Мы знаем, что Киев это не был каким-то крупным городом на тот момент, это был просто такой, скажем так, поселок, окруженный чистоколом. Все. Да, впоследствии это крупнейший город Европы, там во времена Святослава там около 40 тысяч человек жило, да, наверное, мало таких городов было в Европе, но, слушайте, ну, я не отрицаю, допустим, я даже не против, вот я всегда говорил, я за объединение, да, русских украинцев, всегда выступал еще задолго до специальной военной операции, чтобы, скажем так, вернулось все в нормальное состояние, и я был бы не против, если бы столицу перенесли в Киев, вот честно скажу, ну, чтобы им не обидно было, да, вот была бы Россия со столицей в Киеве, каждый как просто было? эфир Ну? маски-шоу типа Да? приходит. Я думаю, Владимир Владимирович был бы тоже не против. Ты настолько не любишь... Мы бы там какую-нибудь резиденцию то есть тебе хорошую настолько не построили бы нравится для приема. Да. стоимость недвижимости в Москве, что ты готов куда угодно переносить Ну, столицу. у нас сейчас переезжают же крупные компании, корпорации, как сказал президент, да, пока непонятно куда, ну, туда, наверное, восточнее. Я видел было когда-то предложение перенести столицу из Москвы в Омск. Шойгу у нас предлагал в Сибирь построить целый город, да, в Сибири, и новую столицу сделать. Тоже... Можно же не обязательно на восток, можно на запад, понимаете. Хорошо, еще один тезис по памяти. Там просто у Сережи приготовлены цитаты, которые Да, тебе да, там да, да. писали. Но я вот из того, что часто в интернете фигурирует в качестве аргументов, что Украина, значит, всю жизнь была оккупирована. Сначала Российской империей, потом Советским Союзом. И это бесконечный процесс. Вот когда тебе такой человек приходит в эфир и говорит, что ты бесконечный оккупант. Бесконечный оккупант. Вот у вас есть младшие братья? Может быть, Нет. вы младшие братья, нет? Ну, вот это, знаете, традиционная такая, ну, я не У нас хочу есть говорить... старший брат. Старший брат. Который следит за нами. Да, который следит за нами. У нас он у всех есть, да, конечно же. Послушайте, ну это традиционно, да, в семье всегда младший Мы брат, его он установили себе. Пока по его отношению к еще не старшему брату чувствовал обиду какую-то. Ну вот, если сейчас вот взрослых людей там посадить за стол, да, там, ну там хорошую еду им на стол поставить, там, может быть, даже напоить немножко, через некоторое время младший брат начнет жаловаться, скажет, ты меня обижал, ты у меня забирал, там, на велосипеде кататься не давал, понимаете? И тут точно такая же история. Не надо думать, что это как-то там инфантильно. Это так и есть, да, там, то, что у нас нормально в отношениях там, в семье, точно так же это нормально в отношениях там целых народов, да. Тут, скажем так, проблемы никуда не деваются. Но что касается оккупации, ну, послушайте, ну, почему претензии тогда только нам выставляются? Давайте там литовцам, полякам, там, австрийцам, там, Это венграм, другое. немцам, всем можно Это выставить другое. претензии, да. Но только важный момент, что русские обычно освобождали их, понимаете, приходили, да, старший брат и освобождал, там, можно вспомнить там и период Богдана Хмельницкого, да, можно, если раз ты уже вспомнил Великую Отечественную войну, да, сколько человек погибло просто за взятие Киева, за освобождение Киева, да, за освобождение Харькова. И если люди начнут там хотя бы пользоваться чатом GPT, то я думаю, у них в голове там все сильно поменяется. Но вот касательно даже той же самой истории. Вот у меня был разговор с украинцем, который называет нас фашистами. Ну, потому что, вы знаете, на Украине там идеология коммунизма и идеология нацизма, они, в принципе, равнозначны, да, и обе обозначены как фашистские идеологии. И я начинаю этого человека, так сказать, раскручивать, да, спрашиваю про его предков. Выясняется, что его дедушки, да, воевали, принимали участие в Великой Отечественной войне.
на стороне Красной Армии. И я задаю вопрос, получается, твои предки были фашистами или пособниками фашистов? Я потом скину, если интересно, вставите, да. У человека диссонанс просто в голове возникает. То есть он сам для себя, понимаете, кого-то оскорблять, это легко. Вот сказать, ты фашист, твои там у тебя там дед кривой, у тебя там бабка кривая, да, что угодно. А когда это касается меня, человек сразу же впадает в ступор. Слушай, понимаете? я заметил, что украинцы очень быстро историю забывают, но очень быстро историю вспоминают, когда это надо. Вот, например, сейчас заруба с поляками же у них, Да. вот это вот медийное, что отказываются там от наград и так далее, все друг друга оскорбляют, президенты. И уже депутат Верховной Рады Украины, значит, написал пост в Телеграме, отметил, что он пишет, ну, вообще-то поляки не освободили ни одного типа села на Украине, а мы в составе Красной Армии освободили все города польские, все. Слушай, То есть человек за секунду вспомнил, что мы в составе Красной Армии Слушай, всю Польшу освободили. Если вы сидите на Фейсбуке, да, мета признана экстремистской у нас в России, Ну, будем сами да, читать. можно зайти на какие-нибудь там польско-украинские дебаты, почитать просто комментарии, благо сейчас не надо владеть там всеми этими языками, можно там, без большого труда все это перевести и посмотреть, как украинцы часто пишут, сейчас мы тут с русскими закончим, И к вам объединимся и вместе к вам придем. Да, это часто, и украинская пропаганда даже на это внимание Я тебе больше обращала и скажу, находили этих я людей. вчера публиковал, ну это выйдет позже наш подкаст, поэтому Пятый канал того же экстремиста Порошенко устроил скандал в Иксе, он же Твиттер, с каким-то польским активистом, который пришел и сказал, вы зачем героизируете пособников нацистов. И он сказал, что мнение людей, это официальный канал СМИ, пишет, мнение людей со страны, которая раз в столетие теряет свою государственность, мы не спрашивали. И они типа что написали? Там что-то про украинцы тоже там. Ты еще скажи, что Иисус Христос был украинцем. И на что канал Порошенко ответил, мы не понимаем язык пшикающего спрея. И я такой думаю, ну тут как бы уже переходится прям на личное оскорбление. И сейчас, вот если раньше были там призывы там, на гиляку, там, на ножи и все остальное, сейчас вот просто похожие вещи, только другие, звучат в отношении типа поляков. И вот прям интересно за этим со стороны наблюдать. Почему? Потому что если, например, копнуть в историю, и они там почитают, то за период, скажем, жизни при Российской империи и Советском Союзе рождались великие украинцы. Они были в управлении там, государства, великие там полководцы и так далее. Но те, кто рождался почему-то на территории Австро-Венгрии, Речи Посполитой, как-то особо в люди практически не выбивались. Извини, я тебя сразу остановлю, да, вот, чтобы подтвердить твой тезис, пусть наши слушатели назовут хотя бы одного генсека русского по национальности после Сталина. Вот хотя бы одного. Горбачев, он кто Да, был? Горбачев русский был. Ну, а кто он? А кто у нас? Где он родился? В семье какого? Вот давайте воспользуемся Википедией, посмотрим. Давай посмотрим. Горбачев. Его правильно называть Горбаченко было, вы понимаете? Я Или помню Горбачев, только да. Хрущева украинца. Не, ну Хрущев, Брежнев, они имеют там Андропова можно произношение. назвать, но Андропов, он не был русским, да, в принципе, там, ну, как говорят сегодня современные историки, скорее всего, он был там евреем, да, ну, нормально, в Советском Союзе было много Северокавказский детей. край. Ну, в семье кого? Ага, сейчас. Не, ну так если копнуть, Нет, то... ну послушай, вот смотри, если я часто говорю это тезис, если, допустим, зимбабвийца привезти в Китай, да, Понятное Русский и дело. украинка, да, родители. Ну, пополам, то есть он больше русский. больше русский, да, у Да. нас? Да, ну у Ну, нас... послушайте, ну папа у него тоже, вот у папы папа украинец, да, то есть там, хорошо, ну давайте, у нас все семьи перемешаны, так или иначе, там по опросам, Не, так у понятное каждого дело, третьего, да. просто я имею в виду, что... Да, у нас и это сейчас, под- если это под- посмотреть Государственную Думу, администрацию президента, то так или иначе у кого там в семье есть там украинцы, русские, это нормально. Потому что... Кстати, сам Горбачев говорил, что он там украинские корни имеет, можно это найти. Это, да. может, так модно было. Ну, модно, не модно, это просто Ну, подтверждение получается, что мать тезиса Паши. украинка. Но у нас не по маме передается. С фамилией Гапкала. Да, а у папы там папа украинец. Не, Ну, у папы, по-моему, дедушка. он Ага. там. Ну, там вставите, может, Ну, я когда ошибаюсь, его конечно. дедушка родился... Из Ну, Черниговской губернии мать. Вот. Но это подтверждает тезис того, что украинцев там никто не притеснял, да, более того, украинский язык на территории Советского Союза директивно насаждался. То есть даже там директором колхоза нельзя было Вот стать щас- без знания а украинского языка. А сейчас про мову. Это тоже есть частый аргумент, что мову бесконечно, значит, принижали.
и там тебе сейчас и Валуевский циркуляр, и Эмские там указы, и все остальное, а вот это преподносится как часть какого-то глобального геноцида. Ну, геноцид немножко другое определение, да. Что касается там разночтений, послушайте, ну давайте тогда к отцу украинской нации, одному из отцов, у украинской нации много отцов, да. Тарас Григорьевич Шевченко, это у нас участник, он Кирилло-Мефодиевского братства, это как раз вот такое тайное общество, которое боролось за создание такой украинской республики, да. Вот Тарас Григорьевич Шевченко в своих трудах, в своих произведениях, ну, после того, конечно, как он уже попал в российскую армию, да, в русскую императорскую, русскую царскую армию, писал, что, допустим, наша русская армия. Он стремился создать такие произведения, чтобы они одинаково были понятны и великороссу, и малороссу. То есть он не отделял эти народы. Он, если там, допустим, вот летние прогулки или прогулки с удовольствием, у него есть такое, да, произведение, он там четко обозначал, что мы там один этнос, просто который разговаривает на разных диалектах. Вот украинцы, они там про какое-то у нас самое известное, не кахайтесь с москалями, да, вот Да. это. Не кахайтесь чернобрыві. Да, не кахайтесь чернобривые с москалями, да. Ну вот сразу же украинцы бегут, смотря, и говорят, смотри, вот наши письменники, великие писатели еще тогда нам там в 19 веке, да, говорили, предупреждали нас об этой опасности. Ну вот опять недостаток образования. Кто такие москали? Это военнослужащие. Москаль — это военнослужащий, да, если мы посмотрим на любой там словарь там. Ну, там даже была да, фраза, как толковый. побрили в Москве. Да, толковый. Почему чернобровым не надо было с ними кахаться? Потому что москали были расквартированы в украинских селах. Вот приехал там из Твери или из Пскова, понимаете, послужил Так там нет, 10-20 больше, лет. более того, в Москале брили местное население, просто они уходили на войну и могли там не вернуться. Ну, дело не в том этом. числе. Обычно там существовала практика, что если ты там москаль, допустим, там из Жмеринки, то ты в Жмеринке служить не будешь там расквартирован, тебя куда-нибудь там в другой регион переместят, да, эта практика до сих пор сохраняется. Так вот, Тарас Григорьевич Шевченко говорил о том, что не надо вот с этими лихими людьми, которые хотят лихо с вами сделать, да, там что-то там пытаться там построить, Как потому говорили, что он там сегодня волшебство. тут, да, сегодня он тут, завтра он там. И вот когда ты человеку начинаешь это объяснять, когда вот эмоции, скажем так, да, пропадают, человек начинает задумываться, и часто было так, что даже люди, с которыми со мной спорили, которые меня оскорбляли, после этого там связывались со мной, писали, говорили, а вот это, а подскажи, что тут, да, и человек уже, скажем так, перепрошивался. Ну, вот как есть мы вначале перепрошитый говорили. обратно. Да, конечно, конечно. Видно, что ты подкован исторически. Вот. Мне просто интересно, как быстро тебя начинают оскорблять украинцы в чат-рулетке? Ну, обычно это... Сразу Нет, или- ну, обычно разговор заканчивается оскорблением, да, это такая некая защитная реакция, когда человеку нечего уже сказать, он там и проклятия какие-нибудь тебе может сказать, да, и оскорбить. Ну, я к этому как-то там, так скажем так, холодно, да, отношусь. Ну, вот я часто привожу этот пример. Вот вы в зоопарк приходите. Ну, я не люблю зоопарки. Ну, допустим, вот я знаю, Паша там хотел в московском зоопарке на попечение какое-то животное взять. Давай Да. представим, что ты взял обезьянку на попечение, да. Там приходишь, кормишь ее, там, не знаю, может, расчесываешь, чешешь, там, не знаю, моешь, да, и она в тебя камушки кидает, там, плюется. Ну, что, ты будешь на нее обижаться, там, в ответ будешь камни в нее Да. кидать? Ну, хорошо, это ты у нас индивид, да, особенный, поэтому, ну, я бы так не делал, да, я бы с пониманием Не, ну а отнесся что там, он, значит, себе позволяет? к определенному, скажем так, психологическому состоянию. Ты сказал, что тебя проклинают украинцы постоянно. Да, очень часто, да, это... И я так понимаю, они делают это на полном серьезе, с верой в какие-то, я так Слушай, понимаю, мне силы иконы потусторонние. сували, там, и какие-то изображения, даже кто-то распечатал, там, какие-то куклы делали, Вуду, да, что только, Ну, что только это не популярная видел. сейчас тема же на Украине, если Андрея Ермака вспоминать, который там тоже Да. С браслетами. общается с умершими уже и погибшими. И, Землю из кладбища они брали, да, там, для да, строительства. да. Песок. И есть вот даже из диалогов, цитату я выписал, «Мы ходили на кладбище погадать на загробный мир. Загробный мир нам выдал, что война закончится в середине августа». Это вот из общения с твое общение с каким-то украинцем, который он это зачитал. Ты помнишь этот разговор вообще? Конечно же, я помню этот разговор. Ну, вот смотрите, тут важно обозначить, что, во-первых, для сельского населения, да, ну, там, мои предки сами из села, сразу я скажу, что у меня нет никаких там предубеждений, да, я нормально отношусь к этим людям, у нас много великих писателей, ученых вышли из села, но все-таки, да, на селе всегда традиционно был интерес к каким-то таким мистическим, да, вещам, там не знаю, что-то закопать, там, под, веночек под луну там что-то поручил. сделать, да, то есть люди так, ну, таким образом, скажем так, может быть, себя психологически успокаивали, ну, может быть, кто-то себя настраивал, у кого-то действительно что-то получалось, и потом это объясняли магией, да, это первое. А на территории Украины у нас значительная часть — это сельское население. То есть если в России там 15% у нас, ну,
в лучшем случае там 20, хотя я думаю 20 нет, до 15% людей живут в селах, то на Украине это практически половина. Да, там, ну, понятно, что официально там около 30-35%, но мы знаем, что даже те, кто, скажем так, прописаны в городе, зачастую живут на селе, да, потому что там все города там достаточно компактно расположены, вокруг городов там целая агломерация, да, этих сел. У нас это называется дачами, а у них это вполне себе там хатынки, в которых живут люди. Сегодня, тем более, это там экономически, да, достаточно так оправданно. Не надо там за газ лишний раз заплатить, да, можно там дровами где-нибудь, если ты там в Прикарпатье живешь, потопиться. Но все-таки. Вот возвращаясь к этой теме, смотрите, вот когда началась такая размовка, да, между русскими и украинцами, что? В первую очередь они отказались от языка. Так, москали говорят на русском, мы, значит, на русском не будем говорить, да. Потом дальше там, москали там, не знаю, там, чтят Великую Отечественную победу, да, и своих предков, мы от этого тоже откажемся. Там, москали там христиане православные, все, мы от этого откажемся, там, ну, понятно, что от этого тяжелее отказаться, потому что людей достаточно много на Украине верующих, они просто там календари решили поменять, да, там, церковь свою создать, там, что у них там есть, пупцы, есть там Константинопольский патриархат, там, адвентисты, баптисты, там, никого не хочу обидеть опять, да, я просто говорю, что люди там разбежались кто куда, лишь бы быть не с москалями. Так вот, и есть такая категория людей, которые полностью решили отказаться от христианства, да, включая украинское руководство, судя по всему. И здесь ничего удивительного нет. То есть вот давайте вспомним, какой это год был. Вот вы мне подскажите, там, наверное, еще в 16-м, 17-м, когда там какие-то ведьмы на каком-то холме собирались, там, проклинали президента Российской Федерации. Посмотрите, сколько людей за этим следило. В Да? современное время, да, в 16-м году Да, было. в Там Ведьмина гора в Киеве. Да, там все ведьмы со всей Украины. Лысая или Ведьмина гора, что такое, я уже не помню. Ну вот смотрите, ну, на территории Украины люди к этому достаточно серьезно относились. Вот я представляю, если бы в Москве что-то подобное произошло, да, ну в лучшем случае там люди бы у виска там, пальцем покрутили и сказали, ладно, там какие-то сирые убогие, да, не будем на них внимания обращать. Ну а вообще, наверное, их было по-хорошему бы, наверное, задержать и проверить их вменяемость, да. Ну если они там используют кровь, там, волосы детей. Кащенко, да. не резиновый. Да. Шаман вот шел пешком, не певец, который, а настоящий типа шаман. Кстати, дошел, да, до Москвы? Да, но его уже задержали. Ну, не задержали, давай по-другому выражаться. Ему помогли. Да, Помогли проверить припроводили, его, проверить душевную организацию, все ли там в порядке. Плохо, что с этого медийную какую-то историю сделать. Такие люди всегда были. Ну, смотри, был аргумент 14 или 15 года, что, и это точно помню, это рассказывали, ну, я не могу сказать, что это правдивый источник, понятное дело, чтобы никто не подумал. Это, кажется, развлекательные программы, которые почему-то новостными называют, типа ТСН и так далее. Да. Они рассказывали, что на Путина работает 15 шаманов байкальских, и поэтому там они отправляют какие-то там свои силы темные в сторону Я тебе больше Киева скажу, не просто на Путина работают. Мне в Днепропетровске, вот в самом городе Днепропетровске еще, когда я учился в школе, мне кто-то, значит, рассказывал, что Путин, он сам по себе маг. Вот, и да, то есть не то, что шаманы на него работают, да, а то, что он сам маг и самый главный, как бы, шаман всех шаманов. Вот, и они проводят... Мнение ведущего не совпадает с мнением гостя, да, сразу же. Они проводят, значит, всякие тайные обряды, и Путин, значит, это вот мне, я помню, как мне какой-то украинка рассказывала. Да. Значит, Путин прилетает, это был еще год 12-й, наверное, мне эту историю рассказывали. Путин прилетает на самолете, который опускается перпендикулярно вниз, поднимается такой модный самолет. вертикальный. Вот, да, и там они, значит, садятся на каком-то острове в кругу таких же магов, и там, я не помню уж подробностей всех, как они и что делают, но они, значит, принимают решения по управлению, значит, миром. У меня вот главный вопрос, они об этом откуда узнали? Им кто доложил? Слушай, я не Ну, слушай, знаю. источники есть. Я понял, секрет. Ну, слушайте, такая же история была, помните, когда Януковича выгнали, там, в Межигорье толпа ворвалась, там, рассказывали, что там какие-то вороны были прибиты, там, к крестам, там, какие-то тоже обряды проводили. Но мы же понимаем, на кого это рассчитано. Это рассчитано на сельское население, да, на людей, которые не будут Но задавать получилось, вопросы. что действительно прибиты вороны к крестам, только не у Януковича, Да. а уже у нынешних. Да, у нынешних, да. Вот эти все рассказы там про золотые туалеты, про золотые буханки, да, вот на таких низменных чувствах людей играют, и вот тут они с двух сторон, да, кстати, действуют. На Украине же достаточно меняемых людей, да, там, простых людей, там, ну, скажем так, христиан православных, которые вот ко всем этим вещам достаточно брезгливо относятся, да, и таким образом они пытаются вот негатив у этих людей вызвать, там, к нашему руководству. Вот давайте посмотрим даже на запрещенный там вот этот террористический батальон Азов.
Они же все в бафометах, да, они все там, ну, это козел рогатый, да, там, Мгм. для тех, кто не знает, это изображение сатаны, да, такое традиционное, там всякие оккультные символы. Почему? Вот возвращаясь к моему тезису, что им надо полностью от нас отмежеваться. Если мы христиане, они сатанисты. Если мы русские, они украинцы, понимаете? Если мы там на стороне Красной Армии, значит, они были там на другой стороне, понимаете? И вот это везде прослеживается. Вот куда ни посмотри, даже еды это касается, понимаете? У нас даже борщ, там, у них там это украинский борщ, а у нас там какие-то щи без свеклы, понимаете? Ну, мы же понимаем, что это вот на таком детском уровне, казалось бы, да, ну, там, посмеяться и забыть. Но это же работает, на подкорке записывается. Вот когда я разговариваю там с украинцами, спрашиваю, а чем русский от украинца отличается? Ну, вот я не смогу русского от украинца отличить. Кто-то скажет, там, шокает или гэкает. Ну, приедьте там на Кубань, там, на Дон, да, Даже там в точно так, Брянскую область. да, даже в Брянскую область, там люди точно так же шокают и гэкают, да, вы ничем не отличите, там, если двоих за стол посадить. А тебе это объясняют, что это все Украина? Вот, а им надо, ну, слушай, это там те, кто поглупее, да, там могут сказать, сам дурак, да, и забыть, скажем так. А я говорю про массовое сознание, коллективное. Слушай, тебе смешно, но вот сейчас, буквально 2 недели назад, был выпуск, причем достаточно там, ну, по местным их уровням серьезных людей, которые рассказывали про дальневосточную Украинскую империю. Республика была. Там уже поднимали Империя вопрос уже, да. империи, да. И вот все. Чем ты будешь крыть? Ну, тут ничего не покроешь, конечно, что ты, все, Все, мы его сломали. Цели на Слушай, ну перемогу. вот часто украинцы, давай мы про Дальний Восток как-нибудь потом в следующий раз поговорим. Вот есть УНР, да, Украинская Народная Республика, была такая. Да. Гетман Скоропадский, да? М. Гетман. Кем он был, Скоропадский? Вот вопрос, да? Наверное, ширым хлопцем. Нет, он был офицером Российской империи, понимаете? Говорил на русском языке. Ну, слушай, тебе тогда могут тоже сделать контраргумент, что в Советском Союзе, да, в конце, там, родители многих там нынешних националистов, либо некоторые нынешние там националисты, они вынужденно вступали в Компартию, потому что без этого... Заставляли всех. Поэтому самая большая был Компартия на голод-дефицит. Украине была. Да, был голод, Да. дефицит, и поэтому ты не вступил Потому в что партию. украинцев больше всех заставляли. Да, украинцев больше всех заставили. 100%, да. Это, понимаете, вот если сейчас посмотреть даже там на отдельных личностей. Кстати, Порошенко был в составе коммунистической партии? 100% был, да? Но мне кажется, он был октябренком каким-то Там там. В комсомоле точно Там состоял. самая Это ярая, это 100%. была это Фарион, по-моему, да? Да. Ирка, да. 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 Ну ладно, про мертвых либо хорошо, либо никак, да. Не, ну почему это? Я против такого вообще выражения. Кстати, это не христианское обозначение, это как раз такое оккультное, потому что этот человек Да. может с того света прийти и тебя наказать. Поэтому Нет, так в можешь том-то и говорить дело, все, что я хочешь. вообще против этого, почему о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но вот Адольф Гитлер, я что про него? Ну, как бы, нет, это подонок, мразь и преступник, почему должен хорошо отзываться? Есть куча людей, которые, ну, по тем или иным причинам покинули этот мир, вот, Чикатило. То есть давайте перестанем критиковать Андрея Чикатило. Это вообще бредово. Слушай, я просто про Ирку Фарион ничего плохого не хотел говорить, потому что я считаю, что она вообще работала на нас. Мгм. Понимаешь, так раскалывать украинское общество и украинскую армию, это надо еще Ну, постараться, может быть, да, понимаете? вполне. Можно посмотреть на скандалы, там, в последнее время еще ее жизни уже начали военнослужащие украинской армии принципиально говорить на русском языке, там даже командиры начали записывать видеообращения, все у нас там полностью команды, полностью общение, да. все проходит на русском языке. Что мы, предатели? В таком случае устранить ее могли как раз и Свои. сами Ну, киевляне. я не вижу ни одной причины, по которой надо было бы нашим специальным службам работать в этом направлении. Ну, серьезно, кому оно нужно? Хорошо. Ты закончил на Скоропадском. Да, про Гетман Скоропадского. Послушайте, там добровольческое движение, да, там, вот Батька Махно, там можно посмотреть, там петлюровцы, да. Это вот такие герои, кстати, вот Петлюра — это убийца еврейского народа, Да. да, это исторический факт. Да, Зеленский там вспоминает про Петлюру, там, ну, сейчас мы еще там про Мельника можем, да, поговорить. Ну, я не знаю, его, наверное, там корни, да, его там дедушка, его бабушка, его там, в принципе, еврейские предки, они, наверное, там в гробу уже там какие-то финты выворачивают, понимаете, проворачивают. И меня удивляет реакция, в том числе и украинских евреев на это все. Ну, вы же знаете, что там в Днепропетровске, Да. там достаточно такая серьезная диаспора, да, там в Умане у них там Рэби похоронен, да. И, казалось бы, эти люди должны были, я вот почему это начал говорить, чтобы обозначить, что это не украинские-то одаренные.
Это специальные технологии там применяются, да. Там точно такие же люди, как и везде, как и у нас, как там и в Америке, в Южной, Северной. Так вот, возвращаясь к евреям, да, казалось бы, эти люди должны там осудить, там, начать плеваться, да, или, ну, там, постараться выехать с территории Украины. Нет, они начинают называть себя жидобандеровцами, понимаете. Они тоже перенимают эту идеологию. Вот, казалось бы, то, что в голове уложиться не может, да, львовские евреи называют себя жидобандеровцами. Они, наверное, забыли про погром, да, львовский 1939 года, когда там около 30 тысяч, по разным оценкам, евреев просто было вырезано бандеровцами. Я напомню еще дополнительно, что это первый в случае вообще истории зафиксированный факт, что вот, ну, эти деятели УПА, которые этим делали, да, ОУН точнее, это единственная в мире организация, которая осуждена СС за преступление против евреев. Но СС, то есть, это, знаешь, когда ты просто это прокручиваешь в голове, ты думаешь, это какой-то сюр, но это зафиксированный факт, потому что это не была санкционированная акция, еще гражданская администрация оккупационная не была создана, туда заходит СС и видит, что там просто реально убитое огромное количество евреев, без списков, без фамилий, без понятия кто, где, как, без учета, просто пошли всех уничтожили. И это задокументирует исторический факт. Я чуть поправлю тебя, помимо бандеровцев были еще и хорватские усташи, которые, кстати, тоже нацистская такая организация, там пособники нацистов, у них там и СС были батальоны. Они сейчас активно, ну, по крайней мере, там с 2014 года поддерживали украинских националистов, да, вот эти хорватские там нацисты. И они тоже там вырезали сербов так, что сами нацисты немецкие удивлялись, понимаете, они там широко открытыми глазами. Поэтому там тут украинские, наверное, нацисты, они не сильно там выделились на общем фоне. У нас пособники всегда хотели там доказать, что они чем-то лучше своего хозяина, понимаете. И вот по этой же причине, если мы посмотрим основные националистические батальоны 2014 года, там Айдар, Днепр, Днепр-1, Днепр-2, там Азов, там Хортица, там все эти подразделения в основном состояли из выходцев из Юго-Востока, не из Западной Украины, из Юго-Востока, да, там, где живут традиционно русские люди. И почему они вот так яро начали там говорить на мове, понимаете, там вышиванки носить, там оселедцы отращивать, да, вот в религии есть такое понятие, как неофит. Вот когда человек приходит в религию, да, там, принимает христианство, или там, ислам, или иудаизм, он хочет доказать, что он такой же, как и все, а может даже лучше, понимаете? Вот он горит, вот как спичка такая, все, посмотрите все вокруг, я там свинину есть не буду, все, я там буду молитвы там 5 раз в день совершать. Ну, это касается да? еще да. наших беглых, которые в Штатах точно так же. показывают максимально американский стиль жизни. Нет, ну это, наверное, раболепство, это немножко другое, но, в принципе, можно и под эту, да, тему тоже подвести. Так вот, эти люди, да, они просто хотели доказать, что они такие же, они ничем не хуже, они там не какие-то там отщепенцы, они вот тоже идут там по пути, скажем так, белой расы, да, ну если мы говорим про украинских националистов. Хотя, да, ну, если посмотреть там на тех же самых западноукраинцев, да, там темненькие ребята, да, которые там не голубоглазые, как наш Паша, да, там темноволос, хотя у тебя зеленые глаза, ты еще, тебя может там под Харена какого-нибудь там по их теории подписать, да. Ну, в общем. Это дуже файно. Файно, кстати, польское слово, да? Конечно, там, мне нравится, что люди, которые борются за чистоту мовы против русизмов, говорят, в принципе, на 25% польскими словами. Филежанка — это польское слово. Самый чистый украинский язык, в принципе, на юго-востоке страны. Но самый интересный исторический факт, вот, я его больше всего обожаю, люди, которые рассказывают, что русские все украли, историю, музыку, культуру и так далее, поют гимн украинский «Ще не вмерла Украина» с польского гимна, который появился раньше, да, еще там не погибла Польша, или как-то, я не помню, как точно она звучит, но эта песня появилась намного раньше. Но это другое. Слушай, а вот там «Слава Украине», вот это нацистское, да, приветствие, «Слава Украине, героям слава», ну это полная калька там с немецкого нацистского приветствия, да, она даже подразумевала вскидывание руки, понимаете, изначально там в организацию украинских националистов. Я очень обожаю, кстати, когда приводят в интернете цитаты Степана Бандеры, показывая его каким-то мыслителям и философам. Глобально для меня это ничем не отличается от интернет-мемов, где этому Стэтхэму приписывают там сколько там пися не труси, одна капелька в трусы, там и так далее. Почему? Потому что все его цитаты — это просто перевод немецких цитат, либо австро-венгерских цитат разных типов времен. Плагиат. Там своих мыслей, в принципе, ноль.
Слушай, ну... Насчет евреев да. и бандеровцев, вот хотел еще подметить. Ты вот говоришь, что когда они называют себя бандеровцами, Жидобандеровцами. да, нынешние евреи, они же это аргументируют себе, что Бандера-то не сотрудничал с Гитлером, и у Ну. тебя в выпуске, в одном из роликов в чат-рулетки была такая история, что человек тебе говорил, что вот покажи мне статью в украинской Википедии, где написано, что Бандера сотрудничал с Гитлером. Ой, тяжелый, конечно, разговор, да. Слушайте, ну вот опять, да, надо возвращаться к ликбезу, к ликвидации безграмотности. Вот Бандера, давайте вот точку отчета возьмем, оказался в польской тюрьме, да? Угу. Когда он вышел с польской тюрьмы? Вот вопрос, а кто его освободил из польской тюрьмы? Его освободили немцы. Немцы. С кем он пришел на территорию Украины? Во Львов? С немцами. С немцами, да? Хорошо, вот часто приводят там контраргумент, говорят, вот он там в концлагере сидел, посмотрите, да? Вопрос, а как он попал в концлагерь? Вот он боролся, по мнению там, значительной части украинских граждан, с нацистской Германией, да? Его, наверное, за ним там специальный отряд там немецких там бравых блондинов приехал, задержал, да? Нет, он сам поехал сначала до Польши навстречу, а потом в сопровождении немецких офицеров поехал на конспиративную квартиру в Германию, понимаете? И там его уже только задержали, да, вот как-то странно, да, я воюю, я что-то не могу себе такого представить, что какой-нибудь советский деятель там поехал во время Великой Отечественной войны там на переговоры куда-нибудь, и потом в Берлин еще доехал, понимаете, в Берлине его только задержали. Хорошо, ну сидел он в концлагере, ладно, договорились, хорошо, давайте вот представим, что все есть так, как они говорят, да. Ну, наверное, сразу себе представляю там какой-нибудь там Зейнхауэр, да, там, где люди там страдают, умирают там с голода, в газовых камерах их сжигают. Нет, он вполне себе имел спокойный выход в город, понимаете. Он зачал ребенка в концлагере. Вот может еще кто-нибудь такой пример привести, где какой-нибудь там еврейский или русский, да, солдат мог зачать ребенка в концлагере? Нет, никто, конечно же, такого примера не приведет. И уже когда советские войска подходили к Берлину, Бандера же вышел из концлагеря и организовывал украинских националистов на оборону. Этим, кстати, гордятся украинские националисты, что они там геройски сражались против Красной Армии, понимаете, защищали Берлин, да. Ну, это другое, как говорится, да. И сразу же хочется задать вопрос. Но вот если мы все эти факты будем принимать во внимание, где логика? Но если и этого недостаточно, есть акт провозглашения украинской независимости, Да, который хранится, да, в Институте национальной памяти. Там четко написано, да, мы там провозглашаем там суверенную независимую там Украину под руководством великого вождя Адольфа Гитлера. Это вот как раз организация украинских националистов, да, ОУН Б провозгласила. Да, его, кстати, за это и посадил. Да, потому что, да, это, скажем, самодеятельность уже была, да. Ну, там еще проблемы с Мельником были, они все-таки конфликтовали, организация украинских националистов раскололась на АУН Б и на АУН М, и они там друг друга, украинские, эти бравые ребята, начали вырезать. Типичная да. обычная обстановка, то есть она не менялась веками. Есть процент какой-то у тебя украинцев, которые по итогу ваших разговоров находят логику и что-то как-то с тобой соглашаются? Вот оно что. Слушай, на самом деле нет. Человеку всегда трудно признать свою неправоту, да, ну, давайте будем честны. Да. Я думаю, и мы с вами, если бы спорили, нам бы тоже достаточно тяжело было бы это сделать. Может, по прошествии там времени, после там определенного, скажем так, там, да, логических, скажем так, измышлений, мы бы там признали, как умные, там, разумные люди, свою неправоту. Но сразу за столом это сделать было бы достаточно тяжело. И я уже говорил о том, что были у меня такие примеры, особенно до специальной военной операции. Масса людей там связывались со мной, кто-то там хотел продолжить разговор, спор, да, кто-то там писал мне спасибо, я там почитал то-то, это, и немножко разобрался в этом вопросе. Особенно много молодых ребят, вот что меня не может не радовать, до сих пор есть такие молодые ребята, которые связаны со мной. Как правило, эти ребята уже выехали. Родители у них, слава богу, умные люди, да, вывезли своих детей с территории Украины, находятся в Европейском Союзе и хотят как-то там связать свою жизнь с Россией, но пока не понимают, как это сделать. Но вот похожие процессы, они так или иначе происходят, ну, во многих странах постсоветских. Да. И невозможно же вот с каждым провести, ну, личную беседу. Вот как ты считаешь, какой инструмент эффективный для того, чтобы молдаване, которых сейчас тоже там пытаются книжки рассказывать про историю румын и так далее, там Прибалтика вся, некоторые страны, скажем, вот в Казахстане некоторые моменты такие проскакивают, в других учебниках, узбекских, таджикских, ну, это массовая типа история, вот везде, где есть фонды эти, так и есть. Вот как? Вот знаешь, как на песке не вырастут розы, да, так и на той почве, если бы не было определенных предпосылок, это бы не прорастало. Какие предпосылки?
но это низкий уровень жизни, понимаете, да. На постсоветском пространстве мало успешных государств. Казахстан, да, можно назвать успешным Да. государством, да, можно. Хотя там тоже не все так легко или как Да, однозначно, но при как сейчас этом говорят, да. в топе лучших университетов Да, да. казахские на уровне. Молдове там не так сильно повезло, да, Украине тоже, хотя там 4-я, 5-я, да, экономика была европейская после выхода из Советского Союза, ну, там умные, грамотные Вторая Франция, да. да, менеджеры все, скажем так, Третья Швейцария. просрали, да. И вот людям надо найти причину вот своих бедств, понимаете? Трудно же признать, что я там толстый, я там кривой, понимаете, там, я ленивый, да, и поэтому я так плохо живу. Нет, можно же сказать, вот этот сосед, козел, там, да, понимаете, он там жену себе получше выбрал, понимаете, он там на лучшее место на работе устроился или машину там на лучшее место припарковал. Ну, долго можно продолжать. В общем, всегда легче обвинить кого-то. Вот есть такой комплекс младшего брата, я про него уже говорил. И вот этот национализм, да, он же присущ маленьким народам. Ну, вот традиционно, вот давай, раз мы уже евреев вспоминали, да, давай посмотрим там на иудаизм, да. Это, наверное, одна из немногих в мире религий, которая не приветствует людей, которые приходят в их религию, да, то есть там людей, которые хотят принять иудаизм, они их всячески отговаривать будут. Вот ты придешь там в церковь православную, да, с тобой священник будет говорить, там, ну, скажем так, стараться тебя еще больше замотивировать, там, в мечеть, точно так же имам, да, будет там стараться работать с тобой. А если ты придешь в синагогу, то тебя как неофита раввин будет отговаривать. А зачем тебе это? Это тебе не надо. Да? То есть они очень, так скажем так, ревностно к этому относятся. И почему они сохранились? Потому что вот у них высокий уровень национализма всегда был. Да? Их там несколько раз захватывали, уничтожали государственность, и они все равно смогли восстановиться. Ну, это естественный там, ответ организма, да, на вот, там, внешний раздражительность, будем так выражаться. И вот у этих малых народов, да, вокруг нас, там, давайте малыми не будем их называть, давай немногочисленные будем говорить, немногочисленные, да, по сравнению с русским народом. Русский народ — это все-таки самый большой европейский этнос. Ну, вот такой естественный, скажем так, механизм, да, включился, что вот надо там везде вокруг видеть врагов, ну, а так как мы находимся ближе всего, и мы самые большие, самые страшные, да, по их мнению, то вся вот эта ненависть, весь этот негатив направлен на нас. Если бы они свой национализм направляли там в там, нужное русло, там песни плясали, понимаете, красивые наряды шили, да, там блюда вкусные готовили, то вопросов бы не было. Но вопрос в том, то, что наши западные бывшие там дорогие партнеры, да, очень умело с этим работают. Там уже фонд Сороса. Сейчас только об этом подумал. То есть, по сути, Сорос сделал такой глобальный майнкамф. То есть, если в свое время Гитлер написал вот эту вот парашечную книжечку, где все беды и проблемы возложил исключительно на евреев, то объясняя все проблемы, то Сорос смог всем странам объяснить, что проблемы того, что они плохо живут, не в местных там элитах, вот, не в это тотальной очень важно. коррупции, а во всем виноваты только уже не евреи, потому что он сам еврей на самом деле, а русские. И по сути это такой майнкамф, переведенный на все языки. Тут, понимаешь, тут виноваты не только Сорос, да, и прочие там эти нехорошие люди, да, можно разных там деятелей вспомнить, там Бжезинского, который говорил, писал и работал в этом направлении. Дело в том, что местные проворовавшиеся элиты, ну, им удобно, понимаете, найти там внешнего врага, да, и обозначить, что вот вы плохо живете, вы мало едите, да, там, не можете там себе позволить хороший дом, вот по вине этого русского оккупанта, который все у вас забрал и ограбил вас, да. Еще историю забрал. Ну, история это, слава богу, только у нас пока с украинцами, да, это проблема, хотя, я думаю, в ближайшем будущем, ну, к сожалению, да, мы еще и с другими негативными моментами можем столкнуться, но тут все начинается вот именно с просветительской деятельности. Вот нам не надо там открывать такие же там университеты ненависти, да, и учить там ненавидеть там наших бывших, скажем так, сограждан или там людей из бывших братских республик, да, кого-то вокруг. Достаточно просто вести просветительскую деятельность, да, рассказывать о плюсах, вот, что мы там даже там, Великую Отечественную войну все вместе, да, там, победили страшную заразу, да, об этом сегодня мало говорят, к сожалению, хотя, казалось бы, да, много денег, много усилий на это тратится в нашей стране, да, более-менее еще все хорошо. Хотя я думаю, что с молодым поколением тоже не дорабатывают, потому что там уже другие технологии надо применять, да, просто там листовки и фильмы, они уже не работают, надо это как-то там, ну не знаю, может я быть... вчера написала комментарий, одна женщина написала огромное спасибо за видео, которое вы делаете, очень понравился контент 17-летнему внуку, потому что он не растянут на 2 часа, из-за того, что ну, тяжело воспринимать сейчас, никто не смотрит там часовые, 2-часовые видео из молодежи. И при этом многие вещи чуть интереснее, чем в школе. И вот он подсел. Поэтому ну, где-то что-то работает. Вот мы сейчас там публикуем искусственный интеллект, генерацию там, видео в такой стильной, модной картинке. Кто видел,
Подтвердите, кто не видел, обязательно посмотрите. И это тоже воспринимается, вижу, по аудитории, вот рост там до 18 лет, он небольшой, но он такой динамически растет, плавает. Это тоже важный элемент работы просветительской. Вот ты посмотри, как работает Америка, да, в этом направлении. Там, игры, там, какую-нибудь серию Call of Duty. Ну, классно же, да? Мгм. Во всем мире люди играют и смотрят, и, там, скажем так, учатся даже, может быть, сказать, да, по этим играм, понимаете, Ну, вот у каких-то нас, исторические события, Пытались да. сделать тоже. Смуту сделали Ну, в прошлом году. Слушай, и давай не будем о грустном, да, хотя, ну, первый шаг, может быть, там, Не, первый очень классная игра, первый кстати, блин кому. Atomic Heart, Да, которую Да, сделали. это Atomic Heart отличный прикольно. пример, отличный пример. Вот, если бы Союз сохранился, я считаю, что это прям мировой типа хит. Ну, там просто Китай показан. Вот. Кто был в китайских мегаполисах, там очень похожий вайб. Ну, тут все-таки, да. это про нас. Да, это про Состоявшийся нас. социализм, да. Тут, знаешь, вот именно вот эту любовь, да, к всему советскому. То есть долгое время в нас воспитывалась такая, ну, не любовь, да, там, совок даже какое-то там, такое оскорбительное выражение, да, там, начали употреблять молодые люди вот как про какого-то темного, скажем так, да, там, закостенелого человека. А после вот таких проектов, ну, кто-то уже там по-другому начнет смотреть, да, Да, там, Atomic Heart круто. да, на фотографии там дедушки своего, понимаете, там, в принципе, на Мне своего просто очень, дедушку, знаешь, да. как-то странно слышать от молодого поколения слово «совок» как символ чего-то недоразвитого, если учитывать, что их поколение, в принципе, мало что само создало, то есть, ну, гордиться тем, что где-то создал какой-то там японец, где-то фиг знает где, к нему отношения типа не имеет. А если посмотреть не про джинсы и жвачку, а просто что было создано в Советском Союзе, и многие вещи там невозможно по сегодняшний день типа повторить за счет того, что ну, как бы масштаб государства был сумасшедший. Более высокоразвитая цивилизация, да. Слушай, ну вот это как раз культурная победа, то, о чем мы и говорили, да. Они же, эти джинсы, там, насадили нашему народу не потому, что они там самые удобные или самые красивые, а потому что это было модно, и в сознании людей это укоренилось как что-то крутое, как что-то особенное, да. И вот поэтому я говорю, что с молодым поколением сегодня надо точно так же работать, да, эти все видео, учебники, там, это все хорошо, там, какие-нибудь мероприятия, там, я не знаю, оффлайн, да, это хорошо. Но надо и с другой стороны заходить. Чат-рулетку смотрит молодежь? У тебя как по аудитории вообще? Слушай, смотрят, но, конечно, значительная часть это вот мои ровесники и старшие люди. Да, 30, да. 40. Ну, 30. Вообще, самая многочисленная группа это 27-38, самая вот такая многочисленная группа, да. Ну и молодые ребята тоже смотрят. Ну, я поэтому стараюсь это делать как-то интересно, понимаешь, не монотонно, вот как вы там уже тяжеловесов исторических приводили, я стараюсь там через эмоции, как бы это ни было, да, преподносить, потому что человеку, ну, давайте вот говорить прямо, человека всегда интересует, что там, секс, страх, смерть, да, это стандартные 3 буквы «С», там, не только кинематограф, но, в принципе, все Смерть. все медиасферы, да. И точно так же я стараюсь там через какие-то там, может быть, там смешные моменты, понимаешь, через какие-то там грустные моменты, да, вызвать интерес у человека. И вот пока человек там развлекается, да, там ест пиццу перед экраном телевизора, чтобы он там где-то краем уха услышал какой-то там исторический момент, который его в дальнейшем мог бы заинтересовать. То есть, понимаешь, я же не провожу лекцию, да, я просто удочку закидываю, а потом, если человек это интересует, он уже сам идет и там разбирается. Поэтому я всегда говорю, проверяйте, читайте, там, интересуйтесь, да, потому что я тоже там могу ошибиться, там что-то не так сказать, а потом мне будут на меня опираться как на истину последней инстанции. Нет, я простой там фрилансер, которому это просто интересно, да, любитель. Согласен, не хватает нам продуктов и вовлечения, потому что зачастую восприятие истории сводится к чему-то, ну, такому душненькому, сложненькому и так далее, а вот как-то нативно, естественно, с развлечением этого не хватает. Вот я тоже вспоминаю игры, это Battlefield, кажется, про Первую мировую войну. Да. Меня до сих пор триггерит, что там у меня и то ли из-за санкций, то ли из-за чего, а изначально этого вообще не было. То есть есть целая игра, посвященная Первой мировой, есть итальянская компания, французская компания, британская компания, американская компания. Разработчик изначально про Восточный фронт вообще забыл. Да. И все. Что ты с этим можешь поделать? Ну, Слушай, это касается и Второй мировой войны сейчас, да, Великой Отечественной войны. Они же тоже про нас там не особо вспоминают в своих новых фильмах. Там, про высадку в Нормандии там больше говорят, да, и даже сейчас, если посмотреть там на заявления их первых лиц, да, победили американцы, и мы им якобы там чуть помогли, понимаете? ну, чуть-чуть патроны Да, подавали. да. И это у них в сознании их общества это укореняется. Вот понятно, что старшее поколение еще там, те, кто что-то учили, что-то читали, они понимают. А вот молодежь, она впитывает и потом это воспринимает как за норму. Подытожим. Да. Скажи мне,
вот в этой огромной информационной войне со всей этой, ну, целенаправленной кампанией искажения истории, можем ли мы в какой-то перспективе 5 лет победить и отстоять свою историю, свои ценности, и еще и вот с помощью, в частности, таких диалогов, подобных форматов на свою сторону притянуть тех, кто еще вчера считал, что выкопанное Черное море — это правда. Слушай, я вот в этом вопросе пессимист. Слишком большие ресурсы направляются, да, на работу против нас. Слишком много стран, организаций, да, работают в этом направлении. Даже если нам удастся, скажем так, где-то на отдельных там фронтах, да, добиться успеха, то, ну, в целом картину это, к сожалению, не изменит. Наша задача тут наших людей в первую очередь не потерять. И вот когда начинал своей деятельностью заниматься, меня же что больше всего расстроило, да, напугало, что наши люди идут и черпают информацию там, понимаете, вот нашим людям надо предоставить альтернативу, да, и чтобы, я не говорю, чтобы мы как-то огородились, да, но чтобы мы вот среди этих 9 больных были 10-м здоровым, да, чтобы вот мы сохранили этот разум, я не знаю, чистоту разума, я по-другому не могу сказать, да, какое-то здравое мышление, здравый рассудок. Спасибо тебе большое. Спасибо за Друзья, приглашение. пишите комментарии. Самый залайканный комментарий получит подарок, как всегда. А мы вообще, знаете, запутались. Вообще, не то, что вы запутались, не всегда вы пишете победителя, адреса и так далее. Мы проведем прямой эфир и там наведем порядок с нашими всеми розыгрышами. До новых встреч. Пока.